Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 17 июля. Поговорим о церковном празднике, поговорим о народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 17 июля. Далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, нам будет очень приятно. 17 июля православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, а также 3 святых с именем Андрей: христианского богослова и проповедника Андрея Критского, русского иконописца Андрея Рублева и благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Преподобная Марфа, мать преподобного Симеона Дивногорца, является образцом благочестия и материнской любви. Марфа воспитала своего сына в духе христианского смирения и молитвы. Симеон Дивногорец стал известен своими духовными подвигами и чудесами, а Марфа, вдохновлявшая его на праведный путь, заслужила почитание в православной церкви. Андрей Критский родился в 660 году в Дамаске в семье христиан. До 7-летнего возраста он был немым, но чудесным образом исцелился после принятия причастия. Этот момент стал поворотным в его жизни, и он начал активно изучать Священное Писание. В 14-летнем возрасте он поступил в монастырь Саввы Освященного, расположенный возле Иерусалима, где вел строгую монашескую жизнь и заслужил уважение у других монахов. Позднее его назначили архидиаконом при церкви Святой Софии в Константинополе. Андрей Критский был выдающимся церковным оратором византийской эпохи и скончался 4 июля 740 года. Андрей Критский оставил после себя многочисленные богословские труды и гимны. Его вклад в христианское богословие и литургическую жизнь невозможно переоценить. Самым известным его произведением является великий канон Андрея Критского, который читается во время Великого Поста. Этот канон призывает верующих к покаянию и духовному обновлению, напоминая о важности молитвы и смирения. Андрей Рублев, выдающийся русский иконописец, родился в конце 1340-х годов. Биографических сведений о его жизни сохранилось немного, но его наследие в виде икон и фресок оставило неизгладимый след в истории русского искусства. Андрей принял монашеский постриг в Андрониковом монастыре в Москве, где создал множество своих произведений. Наиболее известным его произведением является икона Троица, написанная для Троицы Сергиева монастыря. В своих творениях Рублев вложил глубокий божественный смысл, стремясь через искусство передать духовные истины и красоту веры. Его иконы, отличающиеся гармонией, чистотой линий и духовной глубиной, стали образцами для многих поколений русских иконописцев. Андрей Боголюбский, великий князь Владимирский, родился в 1110 году. Он был сыном Юрия Долгорукова и прославился как смелый воин и мудрый государственный деятель. За свою пламенную веру и любовь к Господу и Божьей Матери он получил прозвище Боголюбский. Детство и юность князь Андрей провел на севере тогдашней Руси, мечтая основать независимое княжество на московско-суздальских землях. В 1155 году он втайне взял чудотворную икону Божьей Матери, привезенную из Греции, и отправился в Суздаль. По дороге он и его спутники остановились на ночлег, и ночью Андрею явилась Богоматерь, повелевшая поместить святыню в городе Владимире и возвести монастырь на месте остановки путников. Так был основан город Боголюбов, где построили Боголюбский монастырь и церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Андрей Боголюбский внес значительный вклад в развитие русской государственности и укрепление христианской веры на Руси. Его правление стало временем процветания и духовного возрождения.
В народном календаре 17 июля отмечается праздник, посвященный 3 святым Андреям: Андрею Критскому, Андрею Рублеву и Андрею Боголюбскому. В народе этот день получил название Андрея Налива, Андреев день или просто Марфа. Название связано с тем, что в середине второго летнего месяца наливались колосья озимых культур, и символизируя приближение времени сбора урожая. В этот день старцы говорили: «Озимы в наливах дошли», намекая на скорый сбор урожая. Одной из главных традиций этого дня была варка овсяной каши. В старину овсяная каша была основным блюдом на столе крестьян, и в день Андрея Налива ее готовили с особым усердием. Каша символизировала плодородие и богатство будущего урожая. Ее ели всей семьей, веря в то, что это принесет удачу и благополучие. Прежде чем приступить к трапезе, крестьяне кормили своих лошадей. Лошади играли важную роль в сельском хозяйстве, и от их выносливости и здоровья зависел успех летней работы. Но чтобы лошади не болели, их кормили овсяной шелухой, сваренной на пару. Считают, что это укрепит здоровье животных и защитит их от болезней. В этот день незамужние девушки гадали на любовь и готовили овсяный кисель по старинному рецепту. Считалось, что если девушка съест овсяный кисель и оближет миску, она скоро выйдет замуж. Овсяный кисель готовили следующим образом. Овес перебирали и замачивали в теплом месте. На вторые сутки зерна прорастали, их промывали и перемалывали. Полученную муку разводили холодной водой, затем заливали кипятком и кипятили в течение 1-2 минут. Кисель настаивали 20 минут, процеживали и пили в свежем виде. Этот ритуал считался особенно мощным в день Андрея Налива, и девушки верили в его магическую силу. На Андрея Налива крестьяне проводили различные работы в поле. Они чистили овсяное поле, заготавливали сено и готовились к сбору урожая озимых культур. День проходил в неустанном труде, и все члены семьи были заняты делами с самого утра. Одним из важных занятий была чистка овсяного поля. Крестьяне убирали сорняки, рыхлили почву и проверяли состояние колосьев. Этот процесс был необходим для того, чтобы обеспечить хороший урожай и избежать потерь. Заготовка сена была важным этапом подготовки к зиме. Крестьяне косили траву, сушили ее и укладывали в стога. Сено служило кормом для скота в холодное время года, и его количество и качество имело большое значение для выживания животных. День Андрея Налива был окружен различными народными приметами и суевериями. Люди верили, что этот день не особенно счастливый, поэтому избегали планировать важные дела. Тем не менее, они старались не упускать возможность выполнить все необходимые работы и ритуалы, чтобы обеспечить удачу и благополучие на будущее. Крестьяне с нетерпением ждали дождя в этот день. Считалось, что Андреевский дождик благоприятен для посевов и сулил богатый урожай. Если в этот день шел дождь, это было хорошим знаком, предвещающим удачный сбор урожая. В день Андрея Налива проводили различные ритуалы любовной магии. Считалось, что они будут иметь особый успех. Девушки проводили гадания и обряды, направленные на привлечение любви и удачи в личной жизни. Эти ритуалы помогали укрепить веру в магические силы и поддерживали традиции, передававшиеся из поколения в поколение. На Марфу 17 июля крестьяне традиционно занимались чисткой овсяного поля. Эта работа была важной частью подготовки к сбору урожая. Уборка сорняком, рыхление почвы и осмотр состояния колосьев помогали обеспечить хороший урожай и минимизировать потери. Работы в поле начинались с самого утра и продолжались до позднего вечера. После тяжелого дня в поле крестьяне готовили кашу из овса. Это блюдо играло важную роль в традициях 17 июля. И, что немаловажно, первым ее давали съесть коням, так как от их выносливости и здоровья зависел успех жатвы и уборки хлеба. Кони были основными помощниками в сельском хозяйстве, и их состояние напрямую влияло на эффективность работы в поле.
Хозяйки на Андрея Налеву выпекали овсяное печенье, коржики или булочки. Этими угощениями они делились с соседями, друзьями и странниками, а также не забывали о нищих. В народе верили, что такое действие принесут в дом благополучие и достаток. Выпечка из овса символизировала изобилие и щедрость. Если в семье были раздоры и недопонимания, то в день Андрея Налива ходили просить помощи у яблоньки. Срывали с нее яблоко и разрезали на две половинки. Одну половинку должен был съесть муж, а вторую – жена. Остатки плода закапывали у молодого дерева. Считалось, что этот обряд помогает восстановить мир и гармонию в семье. 17 июля традиционно занимались сбором вишни. Первая горсть ягод всегда съедалась незамужними девушками, не утирая рот, чтобы на их сладкие уста слетались все парни. Часто вместе с девушками вишню собирали и дети, которые ели ягоды в волю, веря, что это защитит их от болезней на целый год. Согласно поверью, первые ягоды обладают особой целительной силой. В старину в этот день, 17 июля, наши предки проводили неустанных трудах, сохраняя множество традиций и обычаев. Этот день, как вы уже поняли, известен как Андрей Налива, Андреев день, и он был особенно важен для сельскохозяйственных работ и домашних дел. Мужчины и женщины, взрослые и дети – все имели свои обязанности, которые нужно было выполнить до конца дня. С самого раннего утра мужчины отправлялись в поле. Продолжалась заготовка сена на зиму, что было жизненно важным для обеспечения кормом для скота в холодные месяцы. Заготовка сена требовала много сил и времени. Траву нужно было скосить, высушить и сложить в стога. Работа была тяжелой, но необходимой, и мужчины трудились с усердием и самоотдачей. Женщины в это время занимались домашними делами. Одной из главных задач было приготовление овсяной каши. Готовка была не то чтобы хлопотной, но продолжительной. Твердое цельное зерно овса долго распаривали в печи, чтобы они размягчились и стали пригодными для еды. Овсяная каша была основным блюдом на столе крестьян и символизировала плодородие и достаток. Главные приметы Андреева дня были связаны с погодой. Крестьяне внимательно наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать ближайшее будущее. Дождь на Андрея Наливу считался благословением. Считалось, что такой дождь обладает чудодейственной силой, он дарит людям здоровье, а земле знатный урожай. Люди радовались дождю, веря, что он принесет плодородие и обеспечит благополучие на весь год. Андрей Налива мог рассказать, каким будет конец лета, осень и зима. Если в этот день слышали гром, то ожидали ненастную вторую половину лета. Много пожелтевшей листвы к 17 июля предвещало раннюю осень. Если в лесу было много ягод, это означало, что зима будет суровой. Девушки, мечтающие о замужестве, проводили специальные обряды. Один из них заключался в варке овсяного киселя. Девушка должна была выпить кисель до дна, думая при этом о свадьбе. Этот ритуал считался особенно мощным и способным приблизить встречу с суженым. Также в этот день девушки гадали на любовь, совершали магические ритуалы, пришедшие еще из языческих времен. Правда, православная церковь не приветствовала эти обычаи, но они продолжали существовать в народной культуре, передаваясь из поколения в поколение. 17 июля именины отмечают Татьяна, Ефим, Андрей, Марк, Николай, Федор, Богдан, Дмитрий, Федот и Михаил. Как правило, эти люди отличаются хорошим характером и преданностью. Их не манит блеск золота и шуршание купюр. Они могут довольствоваться малым, но не упустят возможность пожить в роскоши. Именинники этого дня славятся своей добротой и верностью. Они всегда готовы помочь в трудную минуту и поддержать своих близких. Эти качества делают их надежными друзьями и любимыми членами семьи. Согласно народным приметам, в Андреев день люди старались не планировать важных дел на первую половину дня, считая, что все пойдет кувырком. Эти хлопоты могли принести только неприятности. Да, в этот день существовали и определенные запреты и предостережения, которые следовало соблюдать, чтобы избежать бед и неприятностей.
Во-первых, в этот день нельзя было спешить и нельзя было суетиться. Дело в том, что спешка и суетливость могли привести к беде. Важно было начинать день спокойно и размеренно, избегая лишней нервозности и хаоса. В этот день запрещалось брать деньги взаймы или одалживать их кому-либо. Считалось, что вернуть финансы будет трудно, а те, что взяты в долг, могут привести к финансовым проблемам. Поддаваться чувству ревности было строго запрещено. Считалось, что это может привести к супружеской измене и разрушению отношений. Приходить в гости с пустыми руками считалось проявлением жадности, что могло привести к болезни и потере друзей. Поэтому важно было приносить с собой хотя бы небольшой презент для хозяев дома. Далее, любые финансовые операции, купля или продажа до полудня были запрещены, так как считалось, что сделка окажется неудачной. 17 июля наши предки опасались и оставлять детей одних в доме. Считалось, что испуг, который они могут испытать, отразится на их характере. Малыши могли вырасти капризными, плаксивыми и пугливыми. Особенно эта примета касалась младенцев, которых в этот день нужно было оберегать от нечисти. В этот день запрещалось любые финансовые операции. Нарушение этого запрета могло привести к потере крупной денежной суммы, которую невозможно будет вернуть. Ремонт обуви и одежды 17 июля считался плохой приметой, так как это могло спровоцировать неудачи в личной жизни, расставание со второй половинкой, ссору с другом и даже полное прекращение общения с близким человеком. Покупка новой одежды в этот день могла стать причиной проблем со здоровьем. Лучше было отложить покупки на другой день. Жадность и беспечность чреваты были крупными денежными проблемами. Во избежание неприятностей следовало всегда иметь при себе хотя бы небольшой подарок для хозяев дома. Дождевые капли в день Андрея Налива считались целебными, поэтому не стоит вытираться после дождя. Лучше было дать им обсохнуть на коже, чтобы не привлечь к себе разные болезни. А вот собака, привязавшаяся в этот день, считалась защитником от бед и неприятностей. Ей нужно было угостить и приласкать. Непослушание могло привести к сложным ситуациям, из которых будет трудно выбраться самостоятельно. Убивать комаров и мух в этот день было запрещено, так как их количество могло только увеличиться. Их можно было лишь отгонять от себя, лучше всего березовой или ивовой веточкой. Вот такие, друзья, народные приметы, традиции и обряды у нас с вами на 17 июля. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся уже с вами буквально в следующем видео.